во времена Союза говорили золотые монетки. Возили в Россию, там же мало, а сейчас с Турции, с Ираном все возят, но наши сорта занимают первое место. Правильно говорю? Это называется, что экологически чистый продукт. Барьеров просто множество. В наших странах, так скажу, именно вот этот административное вот это бремя, оно удлиняет путь, наверное, в раза два. Из Таджикистана в Алмату вывести какой-то груз, 3 дня сама дорога занимает, плюс 3 дня еще занимает оформление документов. Основные проблемы в торговле в странах Центральной Азии – это прежде всего, конечно же, внутренние могут быть факторы, это административные барьеры, там сложные таможенные процедуры. Внешние, как сказать, это прохождение товара через границу. Основные проблемы экспорта наших товаров на внешние рынки, в частности России и Казахстана, является то, что больше экспортируется свежей сельскохозяйственной продукции, чем переработанной. Большинство людей ниже средних живут. Вот. Это, ясно, что работа не все обеспечены. Те, которые на сельскохозяйством занимаются, земля у нас очень дефицитная. Это каждому семью достается до 10 сотых. Это не больше. А это семью не обеспечивает. Трудно. Потребность в базаре есть, а возможность получать хороший, качественный урожай, этого нет. Количество позволяет, а качество не позволяет. Качество не в составе, а просто товарный вид не позволяет. Özgöçö bildin mamile ellerge okşop ötmegen Gülüm östüp sağınam Cılgalardan cılan aylak kültergen Вырастить-то вырастили, а вот продавать трудно очень. Проблема со сбытом. Продаем мы за бесцену посредникам. Сами не перерабатываем. Мы продаем только в готовом виде. Мы стараемся только на экспорт. Внутренний рынок это у них, у каждого свой абрикос. Никто не будет покупать. Со стороны государства, чтобы пропускали через таможню без барьера, вот это было бы самой большой помощь. Видимо, какой-то барьер там на границе. Поэтому и
у нас вот такой дешевая цена получается. Если была бы конкуренция покупателей, была бы цена побольше, правильно? А тут монополизация. Один приезжает, ставит свою цену, и он покупает. Труд очень большой, цена маленькая. Я мало плачу. Ну, у нас это, как сказать, это у нас Россия базар управляет сено. Например, там базары хорошие сено, мы тоже здесь хорошие сено ставим. А базары там, если низкие сено, здесь мы низкие сено ставим. Это рынок от рынка зависит, получается. Ну, конечно, работа трудно, конечно, нелегкая работа. И по ночам даже иногда не спим. Круглые сутки работаем иногда здесь. Знаете, опять встала проблема. Первое – это переработка, второе – это сбыт. Что с переработкой? После сбора нужно правильно сушить, нужно правильно промыть, правильно хранить и потом уже доставлять до потенциального клиента, покупателя. Могли бы там создать дополнительную цепочку стоимости путем переработки дополнительной, глубокой переработки, упаковки, только потом продавать. Самое последнее звено в цепочке – это маркет, это рынок. И если нет рынка, то для кого все это упаковать, для кого готовить? Да? Последние годы у нас Узбекистан закрыл, можно сказать, границы, поэтому сейчас большинство фермеров продают свою продукцию на местном рынке таджикскими перекупщиками. Но это как делается? Таджики у нас закупают, и они возят не официальным путем, а можно сказать, через речку, там, через места, где вообще нет границы. То есть никаких налогов, никаких вложений, никаких там доходов для государства, для именно региона. И, конечно, наши фермеры тоже в этом проигрывают, потому что они просто продают сырье, больше ничего. Таджики дальше у себя перерабатывают и уже доставляют на рынки. Это Казахстан, это Россия и, может быть, другие страны, мы не знаем пока. بركة شو دكو؟ يا بوري مالي جديد. همین بود است 62 کیلو Sanju sat, satu sanju na. Ma, Sista şoça. sakıtı. Yaxşım. Olur mu? Taksim olur.
Поэтому потом, когда закупается перерабатывающая компания, она уже моет, сушит, перекалибрует. И для сетей большая часть абрикосов в контракте с сетями. Вот для этого уже человеческие ресурсы. Нужны еще финансы. Поэтому мы стараемся продавать просто уже другим компаниям, которые занимаются уже дилерством. Поэтому у нас в основном дилеры это являются выходцами из Таджикистана, которые осели в других странах. Они занимаются очень сложно объяснить компаниям, которые хотят купить, что есть такое-то понятие, что реклама такое. Поэтому здесь нам немножко сложновато, и плюс мы находимся в таком месте, где для того, чтобы вывести наш Казахстан первые уже поставки есть, да. Таджикскими таможенниками тоже там легко мы нашли язык в том смысле, что оформление документации там много времени не занимает. Другое дело, что наши предприниматели считают, что проще где-нибудь заплатить и проехать, чем делать это официально. Но это уже так особенности нашего менталитета. У нас моря нету, да, самолетом не повезешь. Автомобильным движением через Кыргызстан там определенное время года, и то дорого. Железная дорога там через Узбекистан идет, сами понимаете, там какие-то трудности есть. Особых таких проблем нет. Не очень много документов, все их можно собрать, сертификация соответствия, санитарно-гигиенические, там, по-моему, их 5-6 документов, это не составляет уж прям большого труда. Просто если экспортируются, а экспортируются небольшие партии, да, вот мы смотрели, что через границу, там, Кыргызстан, Таджикистан, тот же абрикос уходит мелкими партиями, то, конечно, он уходит почти нелегально. Вот. А если производятся крупные какие-то такие экспортные поставки, то все это документально оформляется. Но, тем не менее, коррупция у нас существует, видимо. Это ваш. Это ваш. Все, спасибо. Как сюда попадешь, все. Как концлагерь. Начинает со всех сторон дербанить. То не так не так, это не так. Вот все водители жалуются. Мосты забиты, все забито. Вот со вчерашнего дня, с 8 вечера мы все везде. Я уже назад должен был сегодня ехать. Вот так и получается. Везде бардак. Заезжаешь, все, там дай, там все просят. Ну хорошо, есть проход, пожалуйста, возьмите, пропустите. Нет. Даже за это, хоть платишь, они и то не пропускают. Вот держат часами. Проблема, пустые машины почему не пускают? Вот машина пустой. А зачем задерживать? Зачем пустую машину везти нужно, правильно? Открой, посмотри, рентген заезжай, рентген пускай, смотрит отпускать, правильно? А зачем проблема? Вот я не знаю. За что они держат, я не знаю.
Ну, основная цель единого окна – это, как я говорил, упрощение торговых процедур, снижение административных барьеров. Мы вот создаем единый канал, чтобы было одно место подачи, пытаемся свести это к одному документу, то есть мы пытаемся вот эту всю беготню упростить. И предприниматели больше предпочитают идти через единое окно, чем в само ведомство, потому что, как он, по его словам, пойдет ведомство, у него обязательно начнут, скажем, такой коррупционный налог запрашивать. Коррупция – это так называемая смазка, когда какую-то ответственность, либо за ускорение просто оплачиваются эти услуги, ну и все оформление проходит быстрее. С этим нам конкурировать сложно, но мы попытаемся все-таки, чтобы стоимость соответствия была ниже стоимости несоответствия, да? Вот такие вещи. Вот. Вот вы спрашивали по поводу абрикосов. Действительно очень интересная ситуация. Больше экспортируется свежей сельскохозяйственной продукции, чем переработанной. Привезенные из Центральной Азии абрикосы, он там, видимо, фасуется заново. И фасуют, и пишут, сделано в России. Несмотря на то, что это таджикский и кыргызский абрикос. Ну, получается реэкспорт, да. Ну, конечно, наши предприятия могли бы уже делать то же самое, да. Для этого нужно прифасовать в привлекательную, да, какую-то упаковку. Но зачастую наши предприятия говорят, что у них не хватает оборотных средств. Ну и как результат наш абрикос оказывается в Таджикистане, а затем в России и уже предстает как российский абрикос. Было бы хорошо, если бы у нас была бы развитая перерабатывающая отрасль. Было бы больше рабочих мест, было бы больше налоговых отчислений, больше добавленной стоимости оставалось бы в стране. Потенциал высокий, на самом деле, и в Кыргызстане, в Узбекистане, там, в Таджикистане, в Казахстане тоже есть, конечно, да. Если бы мы были в едином этом экономическом пространстве, то есть мы были едиными участниками какого-нибудь торгового соглашения, да, мы могли бы экспортировать, да, действительно, наши товары очень конкурентоспособны. То есть у нас есть как бы зависимость друг от друга. И в этой связи, конечно, раздробленность каких-то наших, как сказать, вот этих политических направлений не должна быть, да. Конечно, хорошо, если мы будем все двигаться в одном векторе, потому что мы находимся в одном регионе.